Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я хочу вам показать мастер-класс знаменитой модельки слитков «Слитки Зефирки». Нам понадобится два цвета нитей и спицы по размеру. Какие спицы и нитки я использую, смотрите вот в подсказочке или в описании к этому видео. Итак, приступим. Нам понадобится основной цвет, у меня будет такой темно-зеленый, морской волны. И набираем 33 петли из этих нитей. Я набрала 33 петли на спицы. Спицу вынимаю. Вяжу все ряды, все петелечки. Все ряды и все петелечки вяжем лицевыми. Нам нужно провязать полотно 24 сантиметра. Все петли лицевые, кроме я рекомендую последнюю петелечку каждого ряда делать изнаночную, чтобы у нас формировалась красивая кромка. Провязываем 24 сантиметра все петли лицевые и последние провязываем изнаночными. 24 сантиметра у вас должно быть полотно. Если вы все сделали правильно, у вас должно получиться вот такое полотно. 24 сантиметра. Давайте его измерим. Вот, 24 сантиметра у меня полотно получилось. Это 104 ряда. У меня вот 104 ряда. Можно посчитать так, вот видите, последнюю петелечку мы же вязали изнаночной, поэтому у нас формируется такая красивая косичка по краю. И вот сколько косичек, у меня 51 косичка, умножаем на 2, значит у меня, 52 косички умножаем на 2, у меня получается 104 ряда я провязала. Следующее действие, нам нужно будет убавить 11 петель. Я убавляю 11 петелечек. Убавляйте любым понравившимся вам способом. Я убавляю, провязывая 2 петли вместе и перекидывая с правой спицы петелечку налево. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вот, убавили 11 петелечек. Вот, смотрите, так вот у нас получается. И сейчас мы должны ввести дополнительный цвет. Вводим дополнительный цвет. У меня он желтый. Вводим дополнительный цвет и вяжем 4 ряда чулочной вязкой. Провязав 4 ряда чулочной вязкой, мы берем опять основной цвет и вяжем также 4 ряда, но уже платочной вязкой. То есть все петли у нас лицевые и только последняя кромочная изнаночная. То есть 4 ряда все лицевые. Провязываем 4 ряда. Я провязала 4 ряда платочной вязкой. Дальше мы вяжем до тех пор, когда у нас будет 11 желтых полос и 10 зеленых. То есть сейчас я снова беру желтый цвет и вяжу 4 ряда желтой пряжи, чередуя лицевой и изнаночный ряд. Потом мне пойдет опять все ряды лицевые, все петельки лицевые и снова желтый. И так чередуем по 4 ряда. Должно получиться 11 желтых и 10 зеленых полос. Провязываем. Все, мои следочки, можно сказать, практически готовы. Теперь мне осталось только их сшить. Я связала 11 желтых полосочек и 10 зеленых. Сейчас петелечки я закрываю. Закрываем петли любым способом. Я закрыла петли, и желтую ниточку мы теперь можем обрезать. Вот так. Она нам больше пока не понадобится. У нас осталась одна петелечка, мы ее вытягиваем. Складываем следочек пополам.
таким способом. То есть большую часть пополам складываем и нижнюю часть поменьше тоже складываем пополам. Сейчас нам нужно иголкой сшить вот эту часть, то есть желтый пришить к основной части. Это верх нашего слитка, а это низ. Пока сшиваем боковую часть нашего следочка. Зеленую ниточку также обрезаем, оставляя большой кончик для сшивания. Иголка для вязаных изделий у меня она такая, с тупым концом и с очень большим ушком. Вы можете сшивать любой иголочкой, которая у вас есть, чтобы удобно вот вдевалась ниточка. Все, поддалась. Иголочка мне. И складываем изделие. Аккуратненько складываем, чтобы петелечка к петелечке у нас шла. Мы помним, что с этого края мы запустили 11 петелек. Давайте их отсчитаем, чтобы у нас тоже было примерно равномерно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот здесь примерно я должна начать пришивать. Просто здесь мы, как бы, когда закрывали петли, у нас более широко получилось. Сейчас мы все выровняем, чтобы у нас был ровненький край. И сшиваем наши изделия любым швом, который вам нравится. Я пришила боковую часть. Вот так получается у нас снаружи. Теперь нам необходимо сделать сборку. То есть вот это все мы должны собрать в такую маленькую гармошечку. Да? Делаем это так. Каждую петелечку, через каждую петелечку надо стараться продеть нить. Потом мы ее просто затянем. Вот у меня она осталась. Как бы вот так вот. Продеваем ниточку через наши все просто такими стежками, да, чтобы потом просто затянуть. У меня остался длинный кончик, поэтому я рекомендую подлиннее оставлять. Может быть, когда сшиваете, это не очень удобно, но зато все сделали одной ниточкой. Всю сборку. Примерно вот так. Так, еще, наверное, один. Ну, нет. Теперь постараемся потихонечку тянем это все в одну небольшую сборочку. Так вот соединяем. Так вот крепенько. И теперь тоже нам это все нужно сшить. Видите, у меня небольшая дырочка получилась, да? Вот я вижу это отверстие. Это отверстие мне нужно теперь затянуть и максимально сшить и стянуть. Вот так. Я поддеваю все петелечки. Максимально стянуть, сшить, но чтобы у вас как бы следочек не порвался. Мы сшиваем вот здесь и пойдем сюда, то есть зашьем всю нашу подошву, тоже сошьем. Все, низ изделия я сшила, обрезала ниточку, немножко оставила, потом буду заправлять. Теперь переходим к верхней части нашего слитка. Нам нужно тоже собрать ее в сборку. То есть мы вдеваем нитку в иголку и стежочками стараемся как бы в петелечки практически во все попадать. Такими же стежками сейчас прошьем, а потом просто затянем нашу ниточку. Так. За счет того, что у меня иголочка с тупым концом, она плохо продевается. Возможно, у вас острая иголка, например, цыганская, да, и будет попроще это все делать. Все. Вот так.
теперь стягиваем. Так вот аккуратненько стягиваем, чтобы ниточка у нас ни в коем случае не порвалась. И вот мы уже сформировали практически носочек нашего следочка. Вот такой вот. Так, стягиваем и также сшиваем. Все, наш следочек сшит. Сейчас мы его вывернем и посмотрим, что же у нас тут получилось. На первый взгляд, честно говоря, кажется, что не очень такая моделька, но красиво смотрится на ножке. Вот. Вот место сшивания, конечно, лучше чем-то украсить. Вы можете сюда сделать или помпончик, или вот я думаю, что я сейчас свяжу цветочек сюда. Так, вот так следочек у нас, и вот так он загибается. Край мы сейчас обвяжем рачьим шагом, это тоже будет очень красиво. То есть нам осталось следочек только декоративно украсить. Сейчас я выворачиваю следок назад и заправляю все ниточки, чтобы нам ничего не мешало. Все ниточки давайте заправим. Все, я заправила все ниточки. Теперь хочу край следка обвязать рачьим шагом. Как это правильно сделать, смотрите, пожалуйста, в подсказке, которая вот сейчас у вас на экране. Да, на своем канале я показываю уже, как вязать узор рачий шаг. Очень просто, там у меня даже 4 способа обвязки края рачьим шагом, поэтому посмотрите обязательно, который вам понравится. Тем способом и обвяжите эти следочки. Все, первый следочек у меня готов. Край следка я обвязала рачьим шагом. На моем канале представлены 4 способа обвязки края рачьим шагом. Смотрите, какой вам понравится, таким и обвязывайте. Я обвязала первым способом. Следочек задекорировала простым цветочком. Тоже видео смотрите в подсказке. Вот здесь сейчас вот вышло. Простой цветочек. Тоже как его связать. Видео мастер-класс у меня есть на канале. Итак, вот первый следочек он готов. Давайте его сейчас попробуем померить. Сколько он у нас в сантиметрах. Ну, примерно 22 сантиметра. Даже больше, наверное, немножко. Не очень тянется. Ну да, примерно в готовом виде 22-23 сантиметра. Это где-то на 36-37 размер. Аналогично давайте свяжем и второй следочек. Вот и пара следков-зефирок у меня готова. Посмотрите, какая оригинальная моделька. Я бы сказала, моделька для истинной модницы. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!